Сегодня хочу вам показать очень маленький, очень милый городок на побережье, который называется Лонг-Бич. Ну и так вообще пообщаться. Ну, разве это не красиво? Я очень люблю это место и довольно часто приезжаю сюда. Я, знаете, словила себя на мысли на такой недавно. Вот у меня есть один знакомый, у него очень много хобби разных в жизни. И у него при этом есть семья. Но он как-то много времени посвящает своим хобби. Он там то здесь, то там, то туда поехал, то отсюда. И, в общем, не знаю, как там семья его на это реагирует, но мы как-то так, друзья, так немного с осуждением, да, косимся, так сказать. Как так? Вот есть же семья, нужно уделять время семье, наверное, больше. А он вот слишком много занимается своим хобби, своими хобби. Я вот недавно словила себя на мысли, когда я думала, а что же я хочу от жизни? Что бы я хотела? Я вдруг поняла, что, блин, а он живет-то, наверное, правильнее нас всех. Несмотря ни на что, ни на какие там трудности, ни на какие семейные вопросы. Да, он и в семье, он решает все. Ну, я говорю еще раз, что количество там проведенного времени, это уже их личные вопросы. Но сам факт, что он не забывает о себе. Во всем этом он помнит о себе. Во всей этой суете жизненной он помнит о себе. Он делает то, что он хочет, то, что ему нравится. И вот я подумала, у меня тоже есть еще один знакомый, в Англии живет. Он сам музыкант. Ну, он не стал, карьера так у него большая не сложилась, да, по музыкальная. Но тем не менее, вот он работает в банке, да, и вечером он приходит и играет там в каком-то баре, по вечерам он играет. И вот это так меня восхищает, что он не опустил руки, что он не думает о том, что все как бы там, вот я хотел бы быть только музыкантом, вот, но эта дверь непробиваемая, я буду либо ломиться в нее, разбивая себе голову, либо, значит, я не знаю, там опущу руки и все, сдамся и буду бухать. Нет, вот он нашел прекрасный выход. Да, эта работа может быть ему не совсем по душе. Он работает там сотрудником банка. Может быть, ему это не очень нравится. Но это не важно, потому что он нашел для себя такое решение, такую отдушину. И так, я знаю, живут многие люди и в Европе, и в Америке. Так живут очень многие люди. То есть работают на какой-то работе, не обязательно любимой, но обожаю вот эти цветы вообще. Какая прелесть. Дети откуда-то идут. Это может быть не обязательно любимая работа. Но человек работает, делает какое-то дело, а в свободное время он реализуется, он находит, куда себя применить, как реализоваться, как быть счастливым. И это действительно меня восхищает очень сильно, потому что не обязательно мы привыкли, что вот, я не знаю,
Ну, это хорошо, когда совпадает. Совпадает то, что ты хочешь, то, что ты любишь, то, что дело твоей жизни, и ты еще можешь этим зарабатывать себе на жизнь. Это очень хорошо, если это совпадает. Это счастье. Мне кажется, это самое большое счастье. Ну, 10 номера человек выделывает. Классно. Тренируется, наверное. Вот. То есть, если это совпадает, если вы на своем любимом деле вы можете зарабатывать деньги, это, по-моему, самое большое счастье для человека. Но если нет, если случается так, что нет, ну не приносит оно приносит только моральное удовлетворение, ну не приносит таких уж денег, каких бы хотелось, или вообще никаких не приносит. И я вот поняла, что, как бы, конечно, это самое правильное решение в жизни. Не убиваться по этому поводу, не разбивать себе лоб, эти двери. Ну, и, в принципе, их можно испытывать, так сказать, на крепкость, эти двери. Но если не складывается, не опускать руки, не уходить в минус какой-то такой негатив, совсем уж просто опустить руки, спиться, я не знаю, там все кончено, жизнь закончилась, ничего не получается. Нет, а вот так вот найти выход, такое решение. То есть делать что-то, что тебе нравится или, может быть, не очень нравится, какую-то работу, но находить вот такую отдушину, находить вот такое удовольствие в жизни и заниматься параллельно. И я вот словила себя на этой мысли вот по поводу своего этого товарища, да, что как бы мы так немножко все друзья, ну как так вот, как он может? Вот у него же все-таки есть семья, и нужно больше времени посвящать семье, а вот он тут, понимаете, или позволяет себе. Посмотрите, какой. А какой? А какой? Подумала я. Да, много или мало там он этому посвящает, это уже, я же говорю, это вопрос их семейный. Но как они там договариваются между собой. Но тем не менее, человек не откладывает жизнь на потом, человек не ставит ее как-то на паузу. Человек делает все параллельно и реализует себя, ищет свое счастье в жизни. А у каждого оно свое. Я не знаю, кому-то пойти там одному уединиться и что-то делать, там, не знаю, посидеть раз в неделю в баре самому. У кого-то может быть другое какое-то удовольствие. Но тем не менее, я думаю, что вот это тоже очень важно, находить в жизни свое удовольствие. Это не просто очень важно, а это как бы одно из вообще из важнейших вещей в жизни. Находить свое удовольствие, независимо ни от чего. Как бы ни складывалась жизнь, какие бы ни были в жизни проблемы, ситуации, нужно находить вот эту зону какую-то своего счастья, территорию своего счастья. И быть там, и стараться быть там как можно больше. Вот сколько получается. Понятно, что у всех у нас есть семьи и все такое, но по возможности стараться как можно больше быть там, в этом своем счастье. Ой, пеликаны, класс! Не знаю, вам видно или нет, какие они большие, красивые. Красота. Просто красота. Сегодня будний день, но людей, тем не менее, очень много, я бы сказала. Может, потому что уже дело к обеду. Но обычно в выходные здесь много людей, прям очень много. А в будние дни сюда можно приехать, и здесь практически с утра никого не бывает. Ну, мало очень людей свободно. Тоже так можно. Там столики наверху можно посидеть. Многие люди, кстати, приходят вот со своими завтраками, с кофе или где-то там берут
с собой завтрак в кафе заказывают. И приходят туда и просто наслаждаются, сидят с таким красивым видом, завтракают, пьют кофе. Это же тоже одно из удовольствий жизни. Короче, я вот для себя сделала такой как бы очевидный вывод, который вроде бы мы все знаем, но вот когда именно ты это поймешь, глубоко осознаешь, мне кажется, с этого момента начнешь менять свою жизнь. Потому что да, в теории мы все это знаем, что да, надо, но мы не задумываемся, а что мы сами хотим. Что мы сами хотим делать? Вот что бы я лично хотела делать? Вот чтобы просто, пусть даже это не будет приносить мне никаких денег. Просто я хочу это делать. Это мое удовольствие. Ну а там уже как карта ляжет. Если это удовольствие еще и монетизируется, ну прекрасно. Потому что все время как-то какие-то заботы, не знаю, дети, проблемы, семья, какие-то вопросы. И тебе все время как бы некогда. Ты приходишь и вечером такой, ой, фух, я подумаю об этом завтра. Я подумаю об этом потом. Я сейчас об этом думать не готова. Ой, нет, сейчас не хочу. И так проходит день с днем в этой гонке. Я сейчас об этом думать не хочу. А из них складываются. Да-да. Поэтому да. Красиво, да? Вот эти огромные кактусы. Они еще когда цветут, у них такие красивенные, желтые, оранжевые цветы. Вот так вот. Так, мысли слух. Напишите, вот какие у вас хобби? Чем занимаетесь вы? Что вы делаете вот для себя, для своего удовольствия, для своего личного счастья? Для личного, не для семьи, не для детей. Для себя, вот лично для себя. Что вы делаете? Какие у вас удовольствия? В чем ваше счастье? Красиво, да? Такой заборчик деревянный. Вот такая беседка. Все сюда приходят посниматься. Сниматься и поснимать. Ну, просто невероятная красота. Просто сказочно. Мне так нравится вот этот деревянный забор. Вот просто дерево. Без, я не знаю, не крашеное, там, не обработанное. Ну, вот очень красиво. Очень. Такой, не знаю, испанский стиль. Красота. Красиво, да? Такое удовольствие здесь гулять.
Ладно, друзья, всем пока. Хорошего дня, хорошей жизни и вообще хороших эмоций от жизни, удовольствия и счастья. Пока-пока. Вот такая вот вам калифорнийская погода. 27 февраля 25 года. Видите, люди идут как одеты. Вот так вот Калифорния нас балует погодкой. Так, а я забыла, на какой парковке я поставила машину. Сейчас пойду искать. Вот эти деревья мне так нравятся, вот эти, которые без шкуры. А еще есть, потом как-то покажу вам, такие тоже классные деревья, которые сбрасывают эту шкуру, ну, понятно, кору. И она так красиво висит кусками. То есть где-то уже нет коры, где-то ствол уже голый, где-то еще есть, где-то такие куски прямо свисают. И вот оно так круглый год. Кора на нем появляется, оно обрастает корой, а потом опять сбрасывает. И это вообще, ну, не знаю, удивительно. Я таких деревьев никогда не видела. Очень красивые. Не знаю, как они называются. Вот такая красота. Красота. Вот пока где-то там ходила, показывала вам красоту, на меня нагадила птичка. Да. Ну, я думаю, это к деньгам, як то кажуть. Так что посмотрим, посмотрим, как оно будет. Все, мне надо ехать. Пока-пока.